Друзья, всем привет! С вами вновь Геннадий Истомин и канал Добрый Гена. Часть кухни мы уже сделали, видео записали. Теперь я, как и обещал, покажу вторую часть нашего видео, нашей кухни. То есть мы сделали кирпичики, уже наклеили угол, будет продолжение. Потом будет идти буазери, метр примерно. Потом вокруг арки, вокруг входа. Все это также сделано уже скотчем из кирпичиков. Все это уже, так сказать, трафарет сделан. Вот наш граф, который помощник, да, помогаешь. Вот. И потом также в буазере идет такая колонна, на которой будут потом большие часы висеть. Ну и тут уже соединяется вот с частью, которую мы уже также сделали. Осталось только загрунтовать и покрасить. Так что показал, что мы уже сделали из скотча. Ну а дальше поехали все это мазать. Погнали! Смесь, как обычно, замешал полное ведро 20-литровое. Сделал ее достаточно жидкой, так как участок большой, и чтобы она не успела загустеть. Ну и начал работу. Старался придерживаться толщины слоя где-то 0,5. В основном использовал широкий шпатель. Хотя были места, где приходилось работать маленьким шпателем. В принципе, ничего сложного. Самое главное — это скорость, так как раствор имеет свойство жизни, и нужно его успеть и израсходовать. Ну а дальше самое интересное началось. С помощью резиновых перчаток стал придавать фактуру раствору, ну и будущим кирпичикам. Так же, как и в предыдущий раз, взял газету. Она дает определенный тоже эффект. Ну и спустя где-то минут 10 уже с помощью шпателя немножко все это пригладил. В дальнейшем, кстати, я вот этот проем увеличил до потолка, так как мне показалось, что он не очень смотрится. Ну и после того, как уже пригладил шпателем, начал оттирать скотч. Хочу также отметить, что толщина слоя 0,5 это не просто так. Если мы делаем больше, то при отрывании скотча у нас получаются большие заломы. Ну и следовательно, не то что некрасиво, но просто более трудоемко. И зачем это нужно? Также и раствора меньше используется. Ну и достаточно для того, чтобы выделить эти кирпичики на стене. Делал в 3 участка, пока одно сохнет, наносил дальше, потом делал фактуру. Ну и потом также поднял в области камина стену до потолка, так сказать, чтобы выделить этот участок. Ну и считаю, что получилось очень даже здорово. Наша стена готова. Сейчас необходимо где-то порядка 12 часов для того, чтобы она полностью вся просохла. Там, где слой поменьше, она быстрее просыхает, там, где слой побольше, подольше. Где-то в целом 12-16 часов вся стена высохнет, после чего мы покроем все это грунтовкой, дадим также все этому высохнуть. И также все это покрасим в 2 слоя краской. Ну, что рассказывать? Как обычно, все это покажу, расскажу. Поехали дальше. Сам процесс грунтования, он несложный. Самое главное — это тщательно пройти везде, чтобы штукатурка хорошо себя закрепила. Ну и после этого дать просохнуть. Швы, как обычно, проходил кисточкой. Ну и спустя 2 часа уже можно было начинать красить первый слой. Как обычно, валиком вначале, ну а швы также все это кисточкой. Спустя еще несколько часов я закончил всю работу и стал делать молдинги с помощью тусла и ножика. Отрезал углы, следовательно, клеем все это проклеивал, давал немножко подсохнуть в течение 3 минут согласно инструкции. Ну и после этого уже прикладывал к стене. Приклеивается очень легко, ничего сложного. Немножко это все прижимал с помощью полотенца, ну и вытирал лишние излишки клея, которые появлялись.
Ну и в принципе еще один момент, который оставалось сделать, это покрасить в один слой. Почему в один? Так как вторым слоем это вместе с обоем, когда будут обои поклеены, то вторым слоем уже молдинги и обои будут покрашены. Друзья, ну вот мы и закончили имитацию кирпичиков, так сказать, в стиле лофт. Сделали молдинги, покрасили их, кирпичики все покрасили. Здесь вот этот участок, это вот камин. Следовательно, будет также видео, как я сделаю сам камин. Есть еще вот такие вот небольшие два участка слева и справа одинаковые. Поклеим здесь обои под покраску, без рисунка и покрасим их. Тоже запишу видео о том, как клеить обои, как красить обои. Ну и в целом вот немножко, как я уже говорил, изменили структуру, ну точнее высоту кирпичиков. Вот. Ну и здесь также сделали такой небольшой участок. И также поклеим обои, покрасим, и будет, так сказать, декор такой небольшой, несколько картинок в виде там, пока еще не решили, может быть кофе, еще что-то, такая зона у нас. Здесь стол будет стоять. В общем, в целом получилось здорово. Вообще, мне кажется, отлично. Также, возможно, еще сделаю здесь короб. Хочу закрыть батарею. Ну, это посмотрим, потому что она удобна. На ней полотенчика можно подсушить и так далее. В целом получилось, я считаю, здорово. Вся кухня уже сделана в стиле лофт. И, следовательно, мы скоро уже перейдем в коридор и начнем там делать. Ну, это другие видео и другое время. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, все ссылки под видео. Удачи!